Итак, господа, пришло время раскрыть карты. Сейчас я занимаюсь железками и занимаюсь этим вопросом уже достаточно давно. А некоторые из этих фотографий уже просочились в интернет, и многие уже начали спрашивать меня относительно джойстика, то есть какой джойстик купить, чтобы вот нагибать всех. Стандартный вопрос, но даже если я отвечу на этот вопрос, вам это не поможет. Оп, вот это и есть страгивание. 2,5 килограмма нагрузка для начала Теперь движения. обратно. Мы действительно в поисках идеального устройства много что проверяем и многое что тестируем. Порой даже такие параметры, о которых вы даже не догадываетесь. Я так понимаю, что с нажимом на педали примерно ситуация похожая. Может, чуть-чуть А там полегче. датчики не работают. Слушайте, вы не представляете, сколько усилий нужно прикладывать, чтобы вот это отснять. Такие параметры, естественно, напрямую влияют на качество игры. Вот, например, сейчас я вам могу показать 1024 отсчета, и вы четко видите, что здесь есть рывки. Так что такие вот устройства с не очень хорошим качеством вам могут испортить игру. Причем, скорее всего, вы сразу не определите, в чем проблема в вас или непосредственно в устройстве. А вот так вот, например, выглядит 32 тысячи отсчетов. Согласитесь, очень плавный и нежный график. Если мы возьмем и сравним два графика, то мы увидим, что здесь разница колоссальна. Я напомню, это все будет, естественно, влиять на игру. Но количество отсчетов является далеко не единственным параметром в устройствах, и я вас уверяю, там очень много разнообразных параметров. Однако сейчас я не буду вам рекомендовать какие-либо джойстики. Я вам скажу честно, что идеальных не бывает. Какие-то лучше подходят для одной ситуации, какие-то подходят для другой ситуации. Мы очень многое проверяем, поверьте на слово. Я хочу с вами поделиться иной информацией, более важной, чем выбор джойстика, поверьте. Вы начнете покупать джойстик и, возможно, придете к такому же, к какому пришел я. У вас будет вот такой вот набор разнообразных устройств. Я хочу с вами поделиться информацией намного важнее, чем выбор джойстика. Это очень важная информация, она касается космосимуляторов. Именно от нее уже надо отталкиваться в выборе устройств. Вы промахнетесь с устройством, это я вам даю гарантию. Просто об этом вы даже не догадаетесь. Давайте я сразу перейду к теме космосимуляторов, потому что это будет касаться не только Star Citizen, это также будет касаться и Elite Dangerous, фактически любая игра, которая является космосимулятором. Прежде всего вы должны обратить внимание, что космосимулятор это 6 DOF, 6 степеней свободы. Именно это отличает от каких-то других симуляторов, от авиасимуляторов. И проблема в том, что многие покупают устройство для того, чтобы летать по самолетному. Не выйдет. В космосимуляторе эта тема не прокатывает. В авиасимуляторе у нас есть три оси. Это тангаж, крен и рыскание. Для того, чтобы это лучше понимать, я буду не только рисовать картинки, но и, естественно, показывать. Тут важно понимать, что у авиасимулятора у нас есть тангаж, крен и рыскание. Три поворотные оси и одна единственная ось движения. Движение вперед. Именно вот по такой механике мы управляем самолетиком. В космосимуляторе у нас также есть три оси. Это тангаж, крен и рыскание. За исключением единственного момента, что крен и рыскание меняются местами. Меняются местами, потому что тангаж и рыскание является основной осью, а крен является вспомогательной. Для того, чтобы было более понятно, я это все покажу на примерах. У нас есть ось рыскания. Это поворот мордой влево и вправо. Точно такая же, как и на самолетах, но на самолетах она является слабо выражена. Она очень слабенько поворачивает.
Так же, как и в авиасимуляторах, в космосимуляторах у нас есть тангаж. Это движение вверх и вниз. Опять же, я настаиваю, что это поворотная ось. Мы можем стоять на месте и поворачивать. Мы никуда не едем. И также у нас есть третья ось кренения. Это наклон влево и вправо. Вот кренение в авиасимуляторах, она является основной в силу того, что рыскание является слабеньким, поэтому оно заменяется кренением. А в космосимуляторе у нас все отлично, поэтому кренение, как правило, ставят на какую-то дополнительную ось. То есть в космосимуляторе у нас принято ставить тангаж и рыскание на джойстик. А вот в авиасимуляторе мы используем тангаж и крен. А рыскание, так как оно является слабой осью, мы уже ставим на какую-нибудь дополнительную ось. Например, как на твист, либо на педали. Однако это у нас далеко не единственное отличие в космосимуляторе. В космосимуляторе у нас работает система 6 DOF, 6 степеней свободы. То есть по факту у нас является 3 поворотные оси и 3 оси движения. И вот тут начинаются основные проблемы. В космосимуляторе помимо 3 поворотных осей у нас также есть 3 оси движения. Например, наш кораблик может двигаться вверх и вниз. Мы же находимся в космосе, и, естественно, мы можем свободно двигаться. Это, я еще раз говорю, не поворотная ось, это уже ось движения. То есть мы совершаем движение вверх и вниз. Точно такая же ось у нас есть на движение влево и вправо. Мы можем без проблем двигаться влево и вправо. Потому что, опять же, мы находимся в космосе, и такой свободы действия у нас авиасимуляторы, они могут просто обзавидоваться. Но именно вот из-за этого генерируется огромное количество проблем. Ну и третья ось – это ось движения вперед-назад. То есть наш кораблик без проблем может двигаться вперед и может двигаться назад. В авиасимуляторах на самолетике мы можем двигаться только вперед. Как я уже сказал, именно вот эта вот система 6 DOF, 6 степеней свободы, нам и генерирует проблемы. Причем вот эта вот проблема, она касается не только Star Citizen, она также касается и других игр. Практически любой современный космосимулятор имеет вот такую вот проблему. Почему я вот говорю проблема? Потому что если мы сейчас пересчитаем все 6 осей, то вам не хватит рук и не хватит ног, чтобы полностью это все дело контролировать. Я вот больше чем уверен, что многие уже готовы со мной поспорить, что они используют полностью систему 6 DOF. А я готов поспорить, что вы ее не используете. То есть то, что у вас на клавиатуре поставлены клавиши стрей влево и стрей вправо и движение вверх и вниз, не означает, что вы ими пользуетесь. Дело в том, что на клавиатуре не получится использовать. Когда вы осознаете, что клавиатура для этого решения не очень-то хорошо подходит, вы попробуете найти какие-то из решений. Как же это можно решить? На самом деле ничего придумывать не надо, потому что все придумали за нас. У нас есть 3 основные решения, 3 сетапа. Это HATAS, HASAS и HAMAS. Я вам сразу готов сказать, что все 3 системы имеют как свои плюсы, так и свои минусы. HATAS – это наиболее частое сокращение, которое вы можете видеть практически в любых играх. Не только в играх, но и когда покупаете какой-то комплект, там может быть написан HATAS. Руки на газе и палка. То есть имеется в виду, что в одной руке у вас есть ручка газа, некое такое устройство, которое можно купить. А другой рукой вы используете палку, то есть сам джойстик.
Также у нас есть еще одна конфигурация, которая называется HASAS. Переводится она как Hand on Stick and Stick. То есть у нас появляется две палки. Ну, в данном случае у нас джойстик и джойстик. Также это называется еще как Double Joy, двойной джойстик, либо два джойстика. Также у нас есть и третья конфигурация, которая называется HAMAS. Буква М обозначает мышка. То есть в одной руке, как правило, в правой у нас находится мышка, а в левой руке у нас находится джойстик. Все три сетапа, это HATAS, HASAS и HAMAS, мы уже испытываем на протяжении года, может быть даже больше. И я могу сказать, что это далеко не решение проблем. Например, вот два джойстика являются достаточно распространенной системой, опять же, в силу того, что нам очень часто это показывают в играх. То есть, управляя каким-то космоаппаратом, мы можем видеть именно два джойстика. Подразумевается, что один из джойстиков управляет поворотными осями, то есть это тангаж, крен и рыскание. А вот другой джойстик у нас отвечает за движение стрейфов. Движение влево-вправо, движение вверх-вниз и движение вперед-назад. Это все очень хорошо выглядит, когда мы смотрим рекламу. То есть нам объясняют, что это круто, хорошо, и мы должны купить два джойстика. Когда вы начнете использовать два джойстика, первая проблема, с которой вы столкнетесь, это с тем, что вы не сможете правильно контролировать газ. Многие, кстати говоря, считают, что газ он не нужен. То есть надо нажать его на максимум и так и летать. Я уверяю, это очень ошибочное мнение, и газ надо контролировать. Например, вот это вот видео я заснял, используя HATAS. Под левую руку у меня была ручка газа, а под правую руку у меня был джойстик. Именно вот благодаря тому, что под левую руку у меня была ручка газа, я мог очень хорошо и качественно контролировать свою машинку. Фактически я мог бы вот в Caterpillar закинуть любого персонажа, если у меня кто-нибудь на крыше был бы, я бы его закинул бы в Caterpillar прямо вот в открытую дверь. Но проблема в том, что вы не можете контролировать движение корабля влево и вправо, именно вот стрейфы. Вот эти вот оси движения, к сожалению, проблемные являются для конфигурации HATAS. Если мы используем HASAS, то есть два джойстика, да, мы получаем практически уникальный контроль за осями, то есть мы можем двигаться и влево-вправо, и вверх-вниз, и при этом у нас еще есть поворотная ось. Но, к сожалению, мы не можем контролировать газ. То есть, так как требует игра, мы его контролировать не сможем. Итак, подводя итоги, можно сказать, что технология 6DoF на самом деле оказалась намного сложнее, чем изначально предполагалось. Освоение полностью 6 осей при естественном желании получить эти оси мало того богатыми, так еще и независимыми, оказалось достаточно проблематичной задачей. Тем не менее, отказываться от технологии 6DoF я не спешу, слишком много плюшек. Это, естественно, переламывает полностью взаимодействие с кораблем. То есть это полная свобода, и через какое-то время начинаешь понимать, что ты имеешь очень серьезное доминирование. Причем, еще раз говорю, переламывается само мышление. Не обязательно в гонках проваливаться мордой вниз. Но это касается, естественно, не только гонок, это касается, естественно, не только старситов. Потому что технология 6DoF есть практически в любой игре. Если мы сейчас говорим про космосимулятор, то практически в любом космосимуляторе у нас есть 6DoF. И игнорировать это точно не надо. Куда? Подлети, пожалуйста, туда. Ну, я подлетаю, что-то меня не видишь? Ага, я лечу. Вижу, вот это, да? О, да. Как я уже говорил, этим вопросом мы занимаемся достаточно давно. То есть изначально это все казалось, что очень легко и просто. Тяп-ляп, сейчас куплю два джойстика и всех нагну. Не тут-то было. То есть эргономика реально хромает. Хотя считается, я не знаю, на какую лапу это рассчитано, но серьезно, я считаю, что у меня рука там не самая маленькая.
На какую лапу это рассчитано? О, это Альку летать, кстати, мне кажется, будет классно, да? А Альк скажет, ты что такая ручка маленькая? А так, пластик. Как только переходишь на другую технологию, появляется проблема. Уже другие, но иногда более серьезные. Технически некоторые проблемы можно решить при помощи некоторых устройств. Некоторые же устройства в определенной конфигурации, наоборот, дают достаточно серьезные минусы, и использовать их в подобной конфигурации просто невозможно. На сегодняшний момент у нас есть несколько технических решений, то есть уже, как бы говоря, готовых сетапов. Мало того, есть вещи, которые вас, наверное, удивят. При использовании одной из конфигураций мы уделили большое внимание педалям. И здесь произошел достаточно интересный момент. Оказалось так, что педали могут решить половину вопроса. И для этого даже не надо будет вам покупать джойстик и не надо будет покупать ручку газа. Также вам не нужно будет 2 джойстика. А вот такая вот приятная неожиданность. Однако я хотел бы вас попросить не пороть горячку и не бежать в магазин покупать ближайшие педали, которые вы нашли. Потому что с педалями оказалось все не так просто. И даже если мы выбираем какие-то топовые педали, пускай они будут самые лучшие, то даже 2 разные модели топовые дают абсолютно разный результат. С педалями в этом вопросе мы поковырялись больше, чем с каким-либо устройством, потому что далеко не все педали могут давать именно то, что мы от них хотим. Ну а в окончании этого видео я готов вам продемонстрировать один из вариантов, который у нас является достаточно успешный. Я не буду скрывать, это действительно сделано при помощи педалей. Вся плавность, мягкость хода обеспечивает именно педали. Но именно об этой конфигурации я вам расскажу в следующем видео. Да, это клево. Мне очень нравится. Мгм. Всякие Так, такие где ты? первые Вот он. такие дела. Слушай, а помедленнее, поближе подойти, там, знаешь, типа ты меня разглядываешь, что это за хуйня, я вообще бегаю. А фонарик включить, выключить. Дай вспомнить. Забыл, где у меня там фонарь Альт, включается. ты. Давай, Альт-Т попробуем. Нет? Не. Ну ладно, похер на этот фонарик. Хе-хе-хе. Ну вот покрутись что-нибудь рядом. Слушай, а попробуй вот как бы подойти ко мне, чтобы гравитация сработала от посадки. Гравитация. А, или вот, обалденно, слушай. Ты можешь повысовываться вверх-вниз, я по тебе постреляю. Но типа, ты такой ныкаешься. То есть, понимаешь, да? Ты каждый раз в разных местах, что ли, появляешься? Где ты? Дамир, ты пешком бегаешь? Ты где? Во, или за стенкой понык. Во, вообще заебись. Дамир, Чё? а ты пешком бегаешь? Тихо, я пишу. Нет, мы и на арене стреляемся. Ну, просто там если пешком, то я. Сука, чувак, а? Что там делаешь? Вот, попробуй поближе подойти теперь, чтобы гравитация сработала, знаешь, чтобы это, ну, эффект пошел, типа дыма такой.
Ко мне, только не резко, так плавненько, не спеша, вальяжно. Что вы там делаете, Боря? Сейчас, подожди. Не, педаль это охуенно. На строфах. Оскар пишет просто под запись. Сейчас, секунду, парни. О, слушай. Ты где? Идиот. Ты, говорит, где? На, в меня прям, на! Да не трогал я тебя. Я ж прям слышу. Не было такого.